Всем салам. Выезжаю сегодня на рыбалку. Хочу попасть на 7-ю насосную. Наступил уже ноябрь, похолодало. Сегодня 2 ноября, суббота. Попробую ловить воблу. Если удастся посидеть ночью, после заката, часа 3-4-5, попробую собрать леща, попробовать леща поймать. С Алматы выезжаю один, а навстречу мне с Талдыкургана выезжает батя, дед, дядя и товарищи. В общем, такая сегодня рыбалка, коллаборация. Попробуем рыбачить, что получится, буду показывать. Почти подъехал к месту встречи. И здесь застал такой рассвет. Прям такой малиновый. Договорились встретиться в Чингильдах. Сейчас им нужно будет развернуться, ну и мы поедем уже вдоль Копчегая. Дует ветерок. Сегодня погода должна быть нехорошей. Со вчера об этом знали, с позавчера знали. Показывает ветер. Стабильно там 6-8 метров в секунду с порывами до 12-13. Поэтому вполне вероятно, что будет волна. И есть шанс, что там порыбачить будет проблемно. Но уже собрались, решили не дергаться, уже ехать в ту погоду, которая есть. Время почти 2 часа дня. Как полагалось, очень хороший ветер дует. Дует прям такой, волна по пояс. Встали за куток на косе. Почти поклевывает. Особо клёва нет, но зато воблость такая стандартная, грандена, 150. Мелочи нету, особо клёва тоже какого-то бешеного нет, но ждем. Здесь такая практика, что часто бывает, что клюет ближе к вечеру. Ждем. Это наша команда. 4 человека приехали. Все в ожидании клёва. Но мы сегодня с лайфхаком. Взяли с собой палатку. Поставили с утра ее. Без палатки бы ехать домой хотелось бы намного быстрее. Здесь поставили стол. Ну и мы с утра сели в нее и поняли, что рыбачить можно и находясь просто в палатке. Сейчас по плану пообедать, попить чаю и уже готовиться к вечернему клёву. С утра встречал красивый рассвет, уже провожаю красивый закат. Дует весь день, люди меняются, одни приезжают, другие уезжают. Вобла к вечеру клевать начала, вот только чуть подспадать начал ветер, решил попробовать позакидывать на судака джиг. Будем пробовать. Закинули еще несколько спиннингов на резку. Судак, если будет, то он мимо нас точно не пройдет. В общем, в ожидании крупной рыбы будем ждать еще крупного леща. Либо судака на 1,5 килограмма, либо леща на 1,5 килограмма. Время 5 часов. Все дождались рыбалки. Наконец-то начало клевать. Про рыбалку что-нибудь расскажите. Заряжаю деду удочку, блядь.
чуть темняло, не могу уже это, одеть опарыш не вижу. На вот. Дядя Олег. Халап. Ё-моё, надо быстро отнести уже. Ну, здесь садок у нас на поплавках. Куда в вейдерсах заходим, оставляем рыбу и заново в ведра набираем. Что, дед Саш, клюет? Да. Сейчас две поймал. Одну на кукурузу побольше, а на эту поменьше. На кукурузу побольше. Дед у нас сегодня в ударе. Шансов рыбе не оставляет. Поздоровайся, дед. Здорово. Фонарь у тебя блатной такой. Ну все, это, наверное, последнее светлое видео. Сейчас, когда начнут лещи выпрыгивать, включение начнется только по темну, скорее всего, с судаками. Набираем рыбу в ведра. Заходим в воду за садком. И перегружаем. Ну уже чуть все равно, чуть Пол-ведра-то поймали? такого детского из песочницы, да? Детского из песочницы. Иди сюда, дед. А, ну, кстати, Дед, иди. поймали же подлещиков. Дед. Одного я первого поймал еще часа назад, он мне сразу сошел. И сейчас одним разом сразу две поклевки и два леща. Время где-то, наверное, 7 часов. Сейчас я засниму, получается, как ты разольешь, да? Нет, не получится. Ну что нормально рыба, смотри. За кого мы сделаем? Это как зарыбление на платных озерах, знаешь, это там похоже. Одной рукой туда, другой сюда. Да, с водой вместе там выливает. И потом заносим обратно в садок. Время 1 ночи. Собрались уезжать. Клевать перестало. Под утро опять ожидается ветер, поэтому решили пораньше уехать. Ну и здесь еще не успели закинуть. Кстати, вот такого леща удалось зацепить. Подлещика. Собираемся и выезжаем.